Доброе утро и добро пожаловать на мой завтрак, на мою кухню. Сегодня я хочу пригласить вас вместе со мной приготовить... Нет, не еду. Мы сегодня вместе с вами будем рисовать. Не так давно мы с моей семьей были в зоопарке, и, возможно, вы уже видели видео. И мне очень захотелось нарисовать не просто набросок, а картину, используя акриловые краски и холст. И сегодня мы этим и займемся. Хочу напомнить, что рисовать может каждый, потому что в каждом из нас заложено чувство красоты и желание создавать что-то красивое. Сегодня в работе я буду использовать вот такой холст на подрамнике. Мой размер 30 на 20, прямоугольный, но можно использовать квадратный холст. Например, в референсе именно используется квадратный холст. Я буду рисовать вот такую зебру. Я выбрала эту картину, потому что мне очень понравилось сочетание такого абстрактного фона с вот таким живым персонажем, с зеброй. Работу мы начнем с вами с построения зебры. Будет набросок самого животного. А после мы перейдем уже к проработке фона, но не полностью. Какие-то мелкие детали мы оставим на самый конец. После того, как мы сделаем общий фон, мы перейдем к зебре и будем уже прорабатывать ее. Хочется больше рассказать про фон, как его выбрать и как делать. Можно повторить, как есть на референсе. Да, и такой вот песочный, голубой, охро-оранжевый. Вот. А можно выбрать абсолютно то, что нравится вам. Например, использовать пастельные оттенки. Какой-нибудь розовый, голубой. Или можно использовать цвета Африки. Например, вот такой охра, бордовый, да, где-то бирюзовый, голубой, но, конечно, не из тюбика, а смешивать свои оттенки. Я буду использовать все-таки оттенки поярче и буду использовать цвета Африки. И у меня акриловые краски, я буду рисовать именно этими красками, очень люблю их за то, что они очень яркие, легко покрывают холст, нету запаха. Кто-то любит рисовать масляными, пожалуйста, а можно просто рисовать гуашью на листе бумаги. Конечно же, нам нужны кисти. Толстенькие, побольше, тоненькие для мелких деталей. Баночка с водой. Сейчас я наберу сюда воды. И палитра. Итак, начинаем с построения самой зебры. Для этого я не буду использовать карандаш, хотя можно было бы. Я буду использовать краски, очень жидко разведенной водой, и буду намечать, где у меня будет здесь зебра. Нужно не бояться пробовать, не пытаться скопировать как принтер. Это не творчество. Мы просто берем как общую идею, но делаем по-своему, и в этом есть красота. А также нужно помнить, что дальше в процессе мы все это подправим, когда уже мы будем работать цветом. Сейчас самое главное понять, где располагается голова зебры, где она начинается, где заканчивается, чтобы понять, сколько нужно покрыть фона. А теперь приступаем к цвету, к фону.
Это первый слой для фона. Дальше мы его будем прорабатывать, но уже после того, как мы сделаем зебру, нарисуем. Теперь я использую кисточку потоньше, чтобы нарисовать более тонкие линии, но это тоже еще только первый слой. Наша зебра была еще красивее. Нам нужно проработать хорошенько фон. И я хочу использовать свои пальчики и сделать фон более таким живым. Не просто где-то покрашен, как забор, кисточкой, а сделать что-то интересное, может где-то фактуры добавить. Здесь вот на референсе видно, что использовали отпечаток упаковочной бумаги, пупыркой такой. А я хочу просто пальчиком сделать что-то похожее. Получилась вот такая картина с зеброй. Мне кажется, у меня такая девочка-малышка получилась. С очень маленькой мордочкой, такая нежная. И вот краски Африки. Надеюсь, вам понравилось. И я надеюсь, что я вдохновила вас на то, чтобы тоже начать рисовать, если вы еще не рисуете. А если рисуете, просто присоединяйтесь ко мне. Спасибо, что вы смотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и давайте дружить. Увидимся. Пока. Ну как тебе, Богдане? Кто это? Это Селена.